Вы на канале «Это вкусно». Сегодня я предлагаю вам приготовить самый простой и быстрый вариант пиццы. Пиццу на сковороде. Это быстро, это легко и это вкусно. Для приготовления теста используем самые простые продукты, которые есть у каждого. Без яиц, без сметаны или кефира. Ну а начинку берем по своему вкусу. Это просто незаменимый вариант для тех, у кого нет духовки. Список всех ингредиентов я оставлю в конце видео и приступаю к приготовлению. Наливаю в миску воду, добавляю в нее соль и размешиваю. Затем вливаю растительное масло. Разрыхлитель смешиваю с мукой и всыпаю в миску с водой. Начинаю замешивать тесто лопаткой, а затем руками. Тесто очень быстро собралось в комок, и я перекладываю его на поверхность. Немного вымешаю его на столе. Оно очень мягкое, приятное в работе, совершенно не липнет. Долго вымешивать его не нужно. Кладу его опять в миску и накрою полотенцем, чтобы оно не подсохло, пока я приготовлю начинку. Это буквально 2-3 минуты. У меня сегодня ветчина. Я ее нарезаю полосками. Можно нарезать покрупнее. Самое время поставить рецепту лайк. Сделайте это, чтобы видео посмотрело как можно больше зрителей. Так вы поможете развитию моего канала. Еще я взяла один шампиньон. Он достаточно большой и, скорее всего, весь не понадобится. Нарезаю его тонкими кусочками. Еще взяла четвертинку сладкого перца, а также помидор. Сыр моцареллу я натерла на терке. Ну и, конечно же, соус для пиццы. Можете взять любой. У меня мой фирменный, который я всегда заготавливаю на зиму. Рецепт его есть на моем канале. Видео вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу, а также пройдя по ссылке в описании под этим видео. Можно приступать к приготовлению пиццы. Раскатываю тесто. Оно рассчитано на диаметр сковороды 26-28 см. У меня сковорода 26 см. Как раскатать тесто до нужного диаметра? Просто приложите крышку от сковородки, но тесто сделайте на сантиметр-полтора больше. Оно в процессе выпечки немножко уменьшится. Выкладываю тесто на сухую сковороду. Вот такие небольшие бортики получились. Ставлю на плиту. На средней мощности подсушиваю корж примерно 2-3 минуты. Он не должен сильно зарумяниться, только слегка подсохнуть и начать золотиться. Поэтому просто приподнимайте корж и проверяйте. У меня на канале есть рецепт приготовления пиццы в духовке на вкуснейшем, тонком, хрустящем тесте. Видео вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу, а также пройдя по ссылке в описании под этим видео. Мой корж готов. Переворачиваю его и снимаю сковороду с плиты. Смазываю основу пиццы соусом, не доходя до края, около сантиметра. Посыпаю сыром. Основную часть сыра выкладываю на соус, а примерно треть посыплю сверху. Раскладываю начинку. Можно добавить оливки, салями, можно использовать курицу. Все это уже полет вашей фантазии. Сверху посыпаю оставшимся сыром. Ставлю на плиту. Мощность делаю чуть ниже средней, у меня 5 из 9, и накрываю крышкой.
Готовлю минут 15, но готовность смотрите сами. Тесто должно подрумяниться снизу, но ни в коем случае не гореть, а сыр должен расплавиться. Если вы видите, что тесто еще не пропеклось, а низ начал зажариваться, то уменьшите мощность плиты. Пицца готова. Можете посыпать ее свежей зеленью, а я присыплю итальянскими травами и перцем чили. Снимаю ее со сковороды, все без проблем снимается, ничего не пристает. Разрезаю. Все отлично пропеклось, тесто не толстое. Можно пробовать. Для приготовления такой пиццы мне понадобилось для теста 150 граммов муки, 5 граммов разрыхлителя, 80 мл воды, 10 граммов растительного масла, пол чайной ложки соли. Для начинки 80 граммов ветчины, 100 граммов сыра, 1 шампиньон, 1 помидор, кусочек сладкого перца и 2 столовые ложки соуса для пиццы. И вот такая быстрая, простая и вкусная пицца получилась. Готовьте и наслаждайтесь. Мои любимые рецепты пиццы и других различных снеков смотрите в этом плейлисте. Понравился сегодняшний рецепт? Поставьте лайк этому видео и не забудьте подписаться на канал. Это вкусно!